Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, родная Украина. Добрый вечер, родная Беларусь. У нас очередные классные веселые новости. Вечерний эфир будет посвящен тому, как госпропаганда решила ответить на санкции. И в прямом эфире пообещала разделить Речь Посполитую пополам. И еще очень много интересных вещей. Давайте проведем классный вечер. Поехали. Если вчера госпропаганда Беларуси обещала уничтожить в ответ на санкции доллар, но при этом разрешила своим чиновникам без регистрации в Нацбанке выводить все деньги за границу, открывать счета в драгоценных камнях, то сегодня они удивили всех. Это надо смеяться. Они практически объявляют войну. Ну, понятно, гибридную, но смотрите, как и кому, и что они будут делать. Глобальная война против государственности – их метод. Цель – мировое господство. Закабалить, подчинить, а неугодных уничтожить. Но они просчитались. Побеждают они там, где есть место предательству, где нет единства, где нет воли и силы. Беларусь им не по зубам. И в ответ на смехотворные санкции, наглые акты о демократии и блокировки Инстаграма мы ответим разделом Речи Посполитой. Затравить нас не получится. Друзья, ну я рыдал. Наглые акты о демократии, ладно. В ответ на блокировку нашего Инстаграма пропагандистского мы разделим Речь Посполитую пополам. При этом, ну, простите, я вас сегодня помучаю, родные белорусы. Вы ж не смотрите госпропаганду, я вам хоть буду открывать кусочками глаза, что происходит, и что они ебатькам вливают в уши. После этого они решили собрать пограничников и пустить Новый год с Востока. Притом очень серьезно к этому подошли. Это надо очень, смотрите, очень внимательно следите за дикцией, за речью и за словами. Граничный наряд, равняйсь, смирно, приказываю выступить на охрану государственной границы Республики Беларусь с задачей в новогоднюю ночь беспрепятственно пропустить новый 2021 год с востока на запад. Есть выступить на охрану государственной границы Республики Беларусь с задачей пропустить 2021 год с востока на запад в ночь 31 на 1. Ну, вот такой вот юмор, оказывается, бывает. Единственное, здесь мне нравится, как четко они пускают с востока на запад. Может, они под Новым годом подразумевают чернокнижников от диктатора соседнего пропустить на территорию Беларуси. А после расследования Алексея и доказательства, что Путин убийца, я вам вчера пару законов назвал, теперь я вам хочу прочитать, что творится со станком Госдумы в России. Ведь Беларусь при этом это настолько пример, что люди могут объединяться, организовываться и мирно добиваться, пусть тяжело, пусть долго, но все равно нужного результата, и мир будет поддерживать, что паника наступает колоссальная. Там запрещают все. Я думаю, что скоро нельзя будет возле подъезда собираться тоже. Но вот посмотрите, какие они напринимали за 2 дня законы. Настолько революция в Беларуси напугала Путина, но это естественно, потому что он понимает, что вся Россия тоже на это смотрит, что они напринимали законов как печатный станок. Значит, приняли обнуление сроков Путина, пожизненное сенаторство экс-президентов. Это ж, естественно, к двум, Путину и Медведеву.
неприкосновенность экс-президентов. Себя обложили, то есть, видите, всеми бумажками со всех сторон, как только можно. И потом началось. Штрафы для сайтов за отказ удалять запрещенный контент без суда и следствия. Штрафы или срок за клевету в интернете и СМИ без разбирательств. Закон о признании физлиц иностранными агентами. Теперь любой блогер это иностранный агент, если ему что-то приходит там, с Ютуба, иностранный агент. Рекламу в Инстаграме делает иностранный агент. Все соцсети и все, кто там что-то говорит свое мнение, это иностранный агент. Закон о запрете финансирования митингов иностранцами. Ну, это, я не знаю, для кого приняли, я не понимаю, как иностранцы могут митинги финансировать. Закон о засекречивании данных силовиков и судей. Начинают всю свой низ прятать от всех. То есть говорить, вы нас низы поддерживаете, мы идем до конца, мы вас будем прятать, воруйте, вас всех засекретим, все, воруйте, будьте с нами до конца. Закон о праве требовать удаления общедоступных персональных данных. То есть, если вы написали что и доказали, что у чиновника существует 8 яхт, 9 домов, из них в ненавистной Америке 5, то есть все, без суда и следствия удалить материал и все. Никого это не волнует, хотя по другому закону все это запрещено. Закон обязывает соцсети цензурировать мат. Теперь я, батька, зашел, написал вам в комментарии, что вы не правы, только изложил это матом. Или наоборот, от вашего имени вас поддержал матом. И блогеру харакири, и штраф на соцсеть. Ну вот я не знаю, как они будут Фейсбуку выписывать, Инстаграму штрафы, Ютубу. Закон о санкциях за цензуру российских СМИ. Ну, на этот закон я вам сейчас еще 2 закона прочитаю, отвечу, как они хотят бороться с помощью депутата Государственной Думы Федорова. Закон об усилении контроля за иностранными электронными кошельками. Ну, пусть борются. Законопроект о лишении свободы за блокировку улиц. Все, у них уже паника, что скоро люди уже будут выходить на улицы, потому что уже даже Путин начал с ценами бороться. Как это так? Мы тут все производим, санкции идут нам на пользу, а у нас все дорожает. Но вот смотрите, как они хотят бороться с санкциями за цензуру российских СМИ. Там просто Соловьев из трендов выпал. А вот я там непонятный блогер в тренды попал. И все, у них истерика. Смотрите, что Федоров говорит. Ну, это только один вариант ее решить, Денис, если честно. Конфискация Ютуба. То есть создание своего Ютуба путем конфискации американского. Я другого пути для быстрого решения в следующем году этой проблемы, обозначенной президентом, не вижу. И конфискации средств массовой информации. Ну, понятно, да. Ну, простите, понятно, что он фрик, понятно, что он идиот. Таких везде хватает, в каждой думе и у нас в Верховном Совете. Но это же говорящая голова, фанат Путина, у него последователей много, на Ютубе там у него просмотров много. Только что он, пока записываю видео, добежал новый законопроект, который приняли только что. Запрещено в социальных сетях пользователям соцсетей заниматься политической агитацией. То есть теперь ваши мысли, что Путин ну, понятно. Это все штрафы. Интересно, россияне, вы дадите из себя очень быстро, форсированными темпами убийцам и ворам сделать Северную Корею? Мне очень хочется, чтобы вы как можно быстрее понимали, что 30 лет, что у вас, что у нас, правят воры, казнокрады, которые всех уже деток отправили туда, за границу, которая всеми управляется, всеми воюет и на всех хочет напасть. Там им дома понакупала, и там скупает недвижимость. А вот пока держатся у власти, высасывают у каждой нашей страны по максимуму. Я хочу, чтобы они все сидели в тюрьме. Там
у нас недавно вышел ролик про Китай, который очень сильно отозвался у многих фанатов и не фанатов. Я еще раз хочу сказать, я абсолютно не поддерживаю тот режим, который в Китае. Я же вам со старта в том ролике сказал. Я вам хотел обратить внимание на технологии и что страна развивается очень-очень сильно и очень-очень быстро. И они не стоят на месте. И если вам интересно, я вам запишу продолжение, где сравню определенные отрасли. Все эти разговоры, как что плохо, плохо было у всех. Только кто-то из этого плохо за 30 лет сейчас на Луне собирает грунт и привозит к себе на родину и изучает, и собирается строить базу, первая страна на Луне. А кто-то будет нам рассказывать, что все виноваты вокруг, а мы тут хорошие, а сами воруем. Всех приветствую. Друзья, вы просили меня выйти в прямой эфир. Наверное, психологически, морально я созрел. По крайней мере, флаг Украина-Беларусь – это уже значит знак, что скоро мы будем с вами в прямом эфире. Я пообещал и вам это сделать до Нового года. Возможно, будут сумасшедшие брак в картинке. Я ж не блогер, не журналист, не политик. Я обычный человек, который хочет, чтобы хорошие люди объединялись. И справедливость, и добро должно все равно побеждать зло, как бы тяжело не было. Поэтому на днях я дам анонс, когда это будет. Будем пить с вами чай. Я буду просто отвечать на вопросы. Там, где я не знаю, я буду говорить, я не знаю. Там, где я знаю, у меня есть какой-то свой взгляд и свое понимание развития ситуации, я вам буду честно это говорить. Поэтому напишите в комментариях, когда удобно по Киеву это сделать, 7 часов вечера, 8. Может быть, когда уже все детки у всех лягут спать, и там в 10 вечера нам выйти и просто полчаса, час поговорить. Я вроде посмотрел на ютубе, ничего сложного нет. Ну и чтобы вы понимали серьезность моих намерений с прямым эфиром «Родная Беларусь», я готовлюсь. Слава Украине! Живе Беларусь! Алга Казахстан! Ивела Испания! Узбекистан, напиши еще раз, я забыл и потерял в комментариях. Все будет круто, хороших людей больше.